Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим шоколадный бисквитный рулет «Черный лес». Ароматный, мега-шоколадный с вишневой пропиткой, нежным воздушным кремом и вишнями. Идеально к чашечке крепкого кофе или ароматного чая. В общем, смотрите видео внимательно, будет интересно. А пока подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Для бисквита размером 30 на 40 см мне понадобится 5 яиц, 125 грамм сахара, 80 грамм муки, 25 грамм какао, 25 грамм кукурузного крахмала, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, 40 мл горячего молока или воды и щепотка соли. В чашу миксера вливаю яйца, они должны быть комнатной температуры, и добавляю щепотку соли. Перемешаю. Сахар соединяю с ванильным сахаром, перемешиваю, понемногу всыпаю к яйцам и взбиваю. Главное в этом бисквите очень хорошо взбить яйца. На это может уйти минут 5. Ручным миксером вы тоже без труда можете взбить массу. Она должна побелеть, стать пышной и довольно густой. Вот такой. Видите, то, что стекает с венчика, не растекается сразу, а образует такой рельеф. После того, как яйца хорошо взбились, миксер больше не понадобится. Просеиваю все остальные сухие ингредиенты. Перемешиваю и частями всыпаю взбитую массу. Аккуратно, но тщательно все вымешиваю, чтобы не осталось непромешанной сухой смеси. Старайтесь сильно не мешать массу, чтобы взбитые яйца не потеряли свою пышность, только до однородности. Когда масса полностью вымешана, вливаю горячее молоко, можно взять горячую воду. Размешиваю. Тесто готово. На пергаменте я сделала такие небольшие бортики. Выливаю туда тесто и выравниваю. Делайте это аккуратно, не сильно размазывайте тесто туда-сюда. Можно разок стукнуть противень об стол, чтобы выпустить лишние пузырьки воздуха. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. Выпекаю бисквитный корж в режиме верхний и нижний нагрев 15-20 минут. Все зависит от вашей духовки. Мой бисквит испекся за 18 минут. Он получился весь такой неровный, но ничего страшного. После того, как он остынет, он станет гладким. Сразу переворачиваю его на чистый лист пергамента и аккуратно снимаю тот, на котором он пекся. Если вдруг у вас пергамент плохо отходит от коржа, накройте его полотенцем, смоченным водой на пару минут, и пергамент легко отойдет. А пока корж еще теплый, сворачиваю его в рулет вместе с пергаментом. Даю ему полностью остыть при комнатной температуре. На моем канале есть рецепт пирожных «Красный бархат». Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. А пока займусь начинкой. Для нее мне понадобится 350 грамм вишни без косточки, 150 грамм сахара, 50 мл коньяка или рома по желанию. Вишню я разморозила, сок не сливала. Всыпаю сахар и провариваю до растворения сахара. Вливаю коньяк и проварю еще пару минут. Дам вишне настояться в сиропе. Когда она полностью остынет, процеживаю ее через сито. Сок я буду использовать для пропитки бисквита. И начинка, и корж уже полностью остыли, пора делать крем. Для него мне понадобится 400 грамм жирных сливок 33%, 30 грамм сахарной пудры, 6 грамм желатина и вода для желатина.
Заливаю желатин водой в соотношении 1 к 6. 1 часть желатина, 6 частей воды. Дам ему набухнуть. Желатин набух, его нужно растопить. Я это делаю в микроволновке импульсами по 10 секунд, каждый раз перемешивая. В чашу миксера вливаю холодные сливки и просеиваю сахарную пудру. Взбиваю до плотности. Вот такая масса получается. Желатин немного остыл, он комнатной температуры, а сливки холодные. Если я вылью желатин в крем, то он схватится комком, поэтому я беру немного сливок и добавляю в желатин и хорошо перемешиваю. И уже эту массу добавляю к взбитым сливкам и перемешиваю. Так желатин равномерно распределится по всему крему. Ну вот, теперь все готово для сборки рулета. Разворачиваю его и пропитываю вишневым сиропом. Я люблю, когда пропитки много, хотя бисквит и так не сухой. Теперь распределяю крем. Немного крема я оставлю для украшения. Выкладываю на крем вишню. Начинаю сворачивать рулет. Старайтесь сворачивать как можно плотнее, но осторожно, чтобы бисквит не порвался, потому что он очень нежный. Вот такой рулет получился. Перенесу его на подставку и украшу. Нанесу сверху крем, и у меня есть еще вот такие коктейльные вишни. Как раз то, что нужно. Сверху можно натереть черный шоколад. Теперь нужно дать рулету немного пропитаться кремом в холодильнике. А затем можно разрезать. Очень вкусный, нежный, в меру сладкий. Вот такой он бисквитный рулет «Черный лес». Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.